часто снимаем разные моменты, иногда что-то красивое, иногда смешное, иногда просто будни. И эти кусочки жизни со временем начинают складываться в целую историю. Я однажды поймала себя на мысли: как здорово будет через много лет открыть эти записи и снова все пережить. Увидеть себя другой, вспомнить, какие мысли были важны, какие места вдохновляли, какие люди встречались. Ведь память имеет свойство стираться. Какие-то чувства становятся мягче, какие-то детали уходят, а видео остается живым. В нем и голос, и взгляд, и настроение. Именно поэтому я решила сделать этот канал. Для себя, как способ сохранить эту жизнь. Но и для вас, чтобы делиться моментами, которые дороги мне. И, может быть, находить отклик в вас. Потому что мне кажется важным не просто проживать дни, а оставлять след. Маленький, но настоящий. Чтобы потом, когда пройдут годы, мы могли открыть эти видео и сказать: да, это было. Вот так мы жили. Вот так мы чувствовали. Я решила завести этот канал, потому что мне важно делиться, не держать все в себе, а выпускать наружу свои мысли, свои наблюдения, свои маленькие открытия. Иногда это что-то простое, красивая улочка, смешная ситуация. Иногда что-то более серьезное, тема миграции, культуры, различия, внутренние переживания. Но в любом случае мне всегда хочется этим делиться. Я никогда не была человеком больших компаний. Мне там тяжело, слишком много шума, слишком много поверхностных разговоров. Мне ближе такое, когда можно спокойно говорить, слушать, быть услышанной. Вот именно такого мне общения захотелось здесь, на YouTube. Пусть это не личная встреча за чашкой кофе, но все равно ощущение живого разговора возможно. Я делюсь с вами тем, что для меня важно, а вы откликаетесь. И вот в этом обмене и рождается настоящее понимание, близость, чувство, что мы не одни. Я хочу, чтобы этот канал стал местом для таких вот разговоров, уютных, честных, спокойных, чтобы здесь собирались люди, которым интересно смотреть на мир немножко глубже, чтобы мы могли не просто листать картинку, а останавливаться и обсуждать. Для меня это ценно — найти единомышленников, создать маленькое сообщество, где каждый может быть собой. Знаете, у каждого человека есть какая-то внутренняя потребность. У кого-то это создавать, у кого-то помогать, у кого-то путешествовать. У меня же это делиться. Когда я что-то вижу или переживаю, мне мало оставить это только внутри себя. Оно как будто просится наружу. Я ловлю себя на том, что мысленно уже рассказываю это кому-то. Вот, смотри, какая улица, вот, послушай, какую фразу я сегодня услышала, представь, что произошло. В какой-то момент я поняла, делиться — это мой способ соединяться с миром, это не про то, чтобы поучать или чему-то учить, это скорее как обмен. Я даю то, что у меня есть, а в обмен получаю ваши отклики, комментарии. И именно в этом
настоящее общение. Вот именно поэтому, наверное, мне хочется вести канал, чтобы не просто хранить все внутри, а запускать в пространство. Потому что даже маленькая история может отозваться у каждого по-своему. И это удивительно. Одно событие и десятки разных откликов. И вот ради этого и стоит говорить. Для меня съемка — это не сама цель, это инструмент. Камера помогает передать то, что словами не всегда скажешь. Иногда сложно описать атмосферу места, но стоит включить запись, все становится понятно. Свет, звуки, движение — все. Я люблю снимать повседневно, то, что обычно остается за кадром. Как открывается рынок, солнце садится за дома, дети играют в мяч на улице. Эти моменты сами по себе маленькие истории, а потом монтаж. Это как собирать дневник. У каждого кадра есть настроение, и если сложить их в правильном порядке, рождается целая история. Мне нравится этот процесс, он одновременно творческий и очень личный. Я не думаю о том, чтобы сделать как в кино. Я думаю о том, чтобы получилось честно. И когда люди пишут, что не почувствовали то, что я хотела передать, это, наверное, самое лучшее подтверждение того, что все не зря. Италия, если честно, это больная тема. У многих она ассоциируется с открытками Венеция, Тоскана, море, пицца, паста. Да, это все есть, но Италия настоящая, она совсем другая. В маленьком городке жизнь течет медленно. Утром соседи собираются на улице, в баре, все знают друг друга. На рынке бабушки спорят с продавцами о цене помидоров. Кто ценит диалог. Люди могут часами обсуждать еду, погоду, последние новости. Италия — это невероятная красота, архитектура, которая хранит век истории, улочки. Каждая стена дышит временем. Но вместе с тем здесь много бытовых сложностей. Та же бюрократия, оформить документы, что-то доказать, дождаться своей очереди — это целое приключение. Но именно это сочетание делает страну живой. Здесь рядом уживаются романтика и хаос, спокойствие, темперамент. И мне интересно показывать все, и светлую сторону, и сложную, потому что только так можно понять, что значит жить в Италии по-настоящему. Иммиграция — это испытание. Сначала кажется, вот, уеду, все будет как в фильме. Но в реальности это огромный путь. Сначала документы, очереди, бумажки, ты словно оказываешься в лабиринте. Потом язык, ты можешь знать его на уровне учебника, но в реальной жизни все иначе. Люди говорят быстро, диалекты, жесты, и ты заново учишься слушать, понимать. Есть радости, когда первый раз ты без ошибок что-то объяснил, когда местные начинают воспринимать тебя как своего, когда ты понимаешь, что можешь здесь жить. Но есть трудности, это тоска по дому, одиночество, моменты, когда кажется, что ты чужой. Иммиграция меняет тебя, ты уже никогда не будешь прежним. Это одновременно сложно и ценно. Мне хочется рассказывать про это честно, потому что за красивыми картинками всегда стоит реальная жизнь со своими плюсами, минусами. И мой опыт поможет тем, кто тоже проходит через это. У меня есть привычка. Если что-то зацепило, я не могу пройти мимо. Хочется разобраться, почему в Италии именно так. Откуда пошла эта традиция, почему местные делают то, что нам кажется странным. Мне нравится искать объяснения, читать, слушать истории, а потом рассказывать их вам. Не в сухом учебном стиле, а так, как будто делюсь находкой с другом. Потому что мир находится интереснее, когда узнаешь чуть больше. И я хочу, чтобы этот канал был именно таким, не только про картинки, но и про смыслы. Чтобы мы вместе смотрели глубже, задавали вопросы, находили ответы. Иногда легкие, иногда сложные, но всегда настоящие. Я не жду, что у нас здесь будет миллионы. Для меня главное не количество, а качество. Пусть нас будет немного, но если здесь будут люди, с которыми можно поговорить по-настоящему, значит, все получилось. Мне хочется, чтобы вы чувствовали
этот канал не только мой, это наше общее пространство. Вы можете писать, предлагать темы, делиться своим опытом. И тогда это место станет уютным клубом единомышленников. В мире и так хватает шума и поверхностности. Мне хочется, чтобы здесь было другое, спокойное, честное, живое, где можно быть собой, где есть интерес друг к другу. Вот ради этого я и начала. Вот так. Это мое начало, моя точка отсчета. Я здесь, чтобы делиться, чтобы искать своих людей, чтобы вместе создавать пространство, где мы можем говорить о разном, о простом и важном, о повседневности, о больших вещах. Для меня это не просто канал, для меня это способ быть ближе. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы слушаете. Это только начало.